Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 9 декабря, понедельник. В сегодняшнем видео я хотел бы обсудить с вами два вопроса. Это Сирия, а также встреча Зеленского, Трампа и перспективы начала переговоров о урегулировании в Украине. Начнем, пожалуй, с Сирии, поскольку именно это событие послужит фоном или оказывает и окажет еще существенное влияние на остальные вопросы, которые я упомянул. Итак, Сирия. Россия потерпела жесткое стратегическое поражение. Но мы с вами говорим о борьбе, можно сказать, в рамках Третьей мировой войны между двумя группировками государств. Одна из них, мы называем ее силами добра, это демократия, порядок мировой, основанный на международном праве. Туда входит Украина и все ее союзники. А вторая – это страны, известной вам оси. Так вот, это стратегическое поражение было нанесено России двумя странами. Нетаньяху, премьер-министр Израиля, назвал одну из них – это Израиль. И это, да, это правильно, отчасти, потому что Израиль нанес удар по сателлитам или суррогатам Ирана, затем по самому Ирану, и таким образом выбил из игры одного из важнейших сторонников и помощников, защитников режима Асада. А вот что касается второй страны, то есть Украины, о ней, как о победителе России или причины поражения стратегического России не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке, в Африке и вообще в мировом масштабе, можно сказать. Так вот, о ней сказал Иран. Официальный представитель Министерства иностранных дел указал, что именно Украина, которая нанесла сильнейший удар по военной машине Раши на полях сражений Украины и России, и таким образом выбила второго важнейшего помощника или защитника режима Асада. А Украине, как победители, в одном из победителей России, говорят в Соединенных Штатах, в Великобритании, в других странах Европы, а также, достаточно прозрачными намеками объявил и Трамп, фактически сказал, что Владимир, которого он хорошо знает, он проиграл, и надо ему заканчивать войну в Украине и садиться за стол переговоров. Короче говоря, Путин получил очень вескую оплеуху, которая ломает все его стратегические планы. Планы, надо сказать, были весьма амбициозные. Поставлена под удар вся операция в этом регионе России, которая продолжалась несколько лет, было вложено туда много сил, много денег, цель которой была поставить под угрозу Ближний Восток, вообще весь север Африки и вообще весь африканский континент, и таким образом проецировать Рашу как страну с глобальными притязаниями. Все это рухнуло. Я вспоминаю, когда российский контингент только был введен в Сирию, на Соловьином помете и других пропагандистских каналах Раши обсуждался вопрос, насколько это нужно и зачем. И я помню даже состав участников этой дискуссии. Один из главных из них был генерал-полковник Ивашов, который с пеной у рта доказывал необходимость этой акции. Потом, когда Раша совершила агрессию против Украины, он пришел в себя и начал всячески оппонировать властям, говорить, что это нельзя делать, это большая ошибка, чуть ли не преступление и так далее. А тогда он рассказывал, что не имея контроля над Сирией, российский нефтегазовый бюджет или доходы от нефтегазовой индустрии могут просто рухнуть. И причина – это газ из Катара, затем нефть из Ирана и Ирака, вообще очень такой нефтегазовый регион. И вот если Россия не будет иметь там свое присутствие, не установит необходимую меру контроля, то ее нефтегазовые доходы рухнут. И придется, это будет чуть ли не стратегическое поражение, так тогда говорили. Вот теперь всему этому
будет положен конец. То есть на все определенно обозримое будущее Раша никакого контроля там иметь не будет. С вытекающими отсюда последствиями, когда и другие проблемы есть с теми же нефтегазовыми доходами в других регионах, скажем, Европе и так далее. То есть это катастрофическое событие, падение режима Асада. Сейчас это просто катастрофическое. Затем, то есть мы будем ждать этого счастливого момента, когда это когда эти последствия проявятся со всей очевидностью. Второе – это стратегическое присутствие Раши. Имеется в виду несколько баз. Там их насчитывается, ну там базы, взлетно-посадочные полосы, всего их насчитывают 11, то есть 12. Но самое главное – это база Хмеймим, а также Тартус. Военно-морская Тартус, единственный теплый порт. Это нужно для присутствия военно-морских сил Раши в Средиземном море и прилегающей части Атлантики. Особо важно в связи с тем, что Черноморский флот был уничтожен Украиной, страна, которая не имеет своего военно-морского флота. И теперь они где-то там прозябают в дальней части, в восточной, крайне восточной части Черного моря и не имеют из-за Турции, из-за Монтрео, не имеет возможности вывести оттуда свои корабли Черноморского флота. И очень важная воздушная база Хмеймим – это та, которая служит как бы перевалочным пунктом полетов российской авиации. Прежде всего, важно для них это транспортные самолеты в различные страны Африки. Регион, который Раша сделала как бы чуть ли не самым основным в реализации своих амбиций. Все остальные там заняты места. А здесь есть возможность, где проявить себя на полную катушку. Ну, прежде всего, в плане полуразбойничьих, полубандитских акций. И теперь тоже поставлен этот вопрос вопрос этих базок подставлен под серьезное сомнение. Есть такая поговорка, вы ее, наверное, все слышите, у орков: своих не бросаем. Бросаем еще и как. Причем они смеялись над тем, как американцы эвакуировались из Афганистана. Так вот, американцы своих-то эвакуировать расплюнуть было, их там всего было не более 2000 человек, и даже меньше. То есть элементарно можно было эвакуировать. И главная проблема при выводе из Афганистана была эвакуация тех афганцев, которые сотрудничали с американцами за 10 лет присутствия там США, а их насчитывалось там более 200 тысяч. Вот в чем была проблема. А что касается этих двух основных баз, Хмеймим и Тартус, то начальство улепетывало оттуда ночью, когда повстанцы, которых Раша называла террористами тогда, настолько быстро захватывали Дамаск и прилегающие регионы и города, что, в общем-то, вопрос стоял о часах. И начальство смотало удочки, улетев оттуда, оставив своих солдатиков на произвол судьбы. И они теперь окружены на этих базах, и Раша теперь принимает дипломатические усилия, чтобы они не пострадали. Так вот, значит, теперь судьба вообще присутствия рашинского там, и этих баз, и военнослужащих на этих базах, она в основном будет зависеть от Соединенных Штатов Америки, потому что там сложная ситуация возникает, и она будет совершенно неопределенной достаточно долго. То есть, может быть, еще более неопределенной, чем буквально там, год-два назад. Но изменившаяся расстановка сил позволяет предполагать аналитикам, что главную роль из других стран мира, которые, значит, смогут оказывать влияние на страну пост-асадовского правления, так вот, будут именно Соединенные Штаты Америки. И теперь судьба России, баз там и так далее, все это зависит от Соединенных Штатов Америки. И похоже, что Трамп это понял, что свидетельствует, о чем свидетельствует в какой-то мере его высказывания, его посты в социальных сетях за субботу и воскресенье в связи с его встречей с Зеленским в Париже. То есть орки позорно бежали, главные орки, которые там были из Сирии. Это напомнило мне историю Второй мировой войны. Вы знаете, есть такая
славная, вернее, была, когда существовал Советский Союз, была славная такая история Второй мировой войны. Это оборона Севастополя. Много было связано таких патриотических воспоминаний, фильмов и всего такого прочего героического. Так вот, замалчивалось одно, что в ходе этой обороны Севастополя командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский вместе с другими высокопоставленными адмиралами и генералами погрузились на последнюю подводную лодку и умотали оттуда, бросив морячков, солдатиков, одних, без руководящих лиц, руководящей роли партии и генералов своих на произвол судьбы. И вот именно они, эти солдаты и матросы, и организовали эту оборону героическую, а руководящая роль партии и комсостава была здесь совершенно ни при чем. Ну, сейчас состоялся Take Two, или вторая серия этого же события. Бросаем своих, бросаем чужих, уносим ноги, аж пятки сверкают. Причем, опять-таки повторяю, американцам надо было эвакуировать 200 тысяч чужих, и они их эвакуировали даже больше, когда уходили из Афганистана. Эти же не смогли эвакуировать даже своих солдат и матросов. В общем, это жесточайшее поражение Раши. Его не провернешь обратно. Это славная история. Смотря кого славная история. Славная история для Украины, славная история Израиля. Они уже победили на этом фронте. Это можно так примерно, потому что история и аналогии исторические, они всегда условны. Но можно примерно сравнить с разгромом немецко-фашистских войск на севере Африки, которыми командовал Роммель. Сначала у него все получалось, а потом получаться перестало. Ну и вот, в конце концов, он улетел, вернее. Эта группировка была разгромлена, возникли проблемы серьезные с нефтью из-за вот этого события. Ну а затем за разгромом группировки гитлеровской на севере Африки и последовал разгром вообще и в Европе, ну, там, Японии и так далее. То есть известное нам окончание Второй мировой войны. Будем надеяться, что сейчас произойдет нечто подобное. Ну и главную скрипку, которая будет определять судьбу Раши в этом регионе, то есть можно унижать дальше, продолжать унижать Рашу. Скажем так, то есть эти так называемые повстанцы, я вам говорил в самом начале, что они успели за последний где-то год, полтора-два приобрести или создать для себя более-менее цивилизованную репутацию или облик. То есть они якобы порвали с Аль-Каидой, я имею в виду организацию НТС или HTS, как ее называют. Это Хаят Тахрир Аль-Шам. Так вот, теперь она якобы умеренная, теперь они градообразующая группировка, которая хочет создать там цивилизованное государство. Ну и вот главный союзник у нее теперь будет Соединенные Штаты Америки, которые, в отличие от Раши, правильно вели себя в течение последних нескольких недель и даже дней. Потому что вот 3 дня назад, выступая в Дахе, в основном там были представители ближневосточных государств, и обсуждался вопрос о Сирии. Там выступал Лавров, который возмущенно говорил по поводу этой организации HTS, называл их террористами, требовал совместными усилиями раздавить их там, и так далее, а у самой Раши уже сил не было. Короче говоря, 3 дня назад для Кремля, для Лаврова они были террористы, а теперь надо с поклоном к ним для того, чтобы вызволить своих солдатиков. Соединенные Штаты такие глупости не делали. И, судя по некоторой информации, представители умеренной части этих повстанцев уже тянутся к Вашингтону, потому что больше тянуть некуда. Так вот, Соединенные Штаты будут играть скрипку первую. И теперь судьба дружбана Трампа зависит от самого Трампа. И возможности кремлевских обижать президента Дони значительно сократится. То есть, помимо этого, значит, помимо удара по стратегическим интересам Раши, это сильнейший удар по его тщеславию. А для Путина тщеславие, его эго. Это все. И вы, наверное, об этом знаете. Потому что он руководствуется при принятии важнейших решений именно этим, своим эго. Все остальное это он не стратег, он раб
раб своего тщеславия. Ну и вот теперь удар по этому тщеславию болезненный. Он долго будет зализывать свои раны в очередном бункере. Это удар по глобальным замыслам Путина, которые вот базируются на этом эго, на попытках создать из страны, которая ВВП, который составляет 1,5–2% от мирового ВВП, создать, раздуть ее, надуть ее щеки, чтобы она выглядела как сверхдержава, все это заканчивается. То есть теперь, после этого поражения, Раша уже не та страна, которая была еще неделю. На этом фронте глобальном она терпит стратегическое поражение. И с этим согласны ведущие аналитики Запада, которые знают, что такое Сирия, разбираются в этом деле. И оно должно быть учтено в поисках путей урегулирования в Украине, прекращения войны, потому что Украина уже победила Рашу в Сирии и более широко на Ближнем Востоке, в Африке и в глобальном плане. И Трамп это уже смекнул, и мы это увидим по тем постам, по тем публичным заявлениям, которые он сделал в последние 2 дня, за субботу и воскресенье. И вот с этим мы и переходим к вопросу о встрече Трампа-Зеленского и перспективы мирных переговоров. Итак, Трамп встретился с Зеленским в субботу, в первой половине дня до открытия торжеств по случаю окончания восстановления Нотр-Дам-де-Пари. Это большое событие, не только в христианском мире, но и, пожалуй, для всего цивилизованного человечества. Этот храм строился, по-моему, 800 с чем-то лет назад, строился 2 века. 5 лет заняло его восстановление. В общем, событие для культурной части человечества всемирного масштаба. Там собралось около 1500 выдающихся представителей политических, дипломатических и всех прочих кругов. Короче говоря, все знаменитости приехали туда. И, судя по всему, Трамп не собирался вести переговоры с Зеленским. Судя по всему, его уломал в последние буквально минуты, может быть, часы Макрон. Макрону тоже надо было эта встреча позарез, поскольку, вы знаете, там острый правительственный кризис. Правительство получило вотум недоверия, и Макрон, как всегда, во внешнеполитических делах пытался компенсировать проблемы внутриполитического характера. А в это время, как написал об этом в своей соцсети Дональд Трамп, а написал он это в субботу утром. У меня такое впечатление, что он буквально накануне того, как он выехал на встречу с Зеленским. И опоздал, кстати, на эту встречу на 40 минут. Так вот, в 11:32 он в Truth Social, то есть это его личная социальная сеть, в субботу он написал: «Бойцы оппозиции в Сирии, совершив беспрецедентный шаг, полностью захватили множество городов и находятся на окраинах Дамаска», то есть еще не взяли. Очевидно, готовясь сделать очень большой шаг к свержению Асада. Россия, поскольку она так увязла в Украине и потеряла там более 600 тысяч солдат, похоже, не в состоянии остановить это буквальное шествие по Сирии, стране, которую она защищала в течение многих лет. Я сокращаю, самое главное. Сирия – это бардак, но она не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ней ничего общего. Это не наша битва. Пусть все идет своим чередом, не вмешивайтесь. Точка. Вот написал Трамп. И тут несколько мыслей буквально его психического состояния. Его унижали. Унижали из Кремля, унижали на соловьиных пометах, на пропагандистских каналах Раши. Последнее время, я вам об этом рассказывал, унижали нагло, давали ему указания, что он должен делать, что он не должен делать, смеялись, вернее, аплодировали издевательски его назначением, которые должны разобрать по кирпичику Соединенные Штаты Америки. При Трампе это его люди, он их для этого выбрал. И он это все как-то терпел. А теперь он пишет, что Раша увязла в Украине, потеряла там более 600 тысяч человек, и не остановить то, что происходит в Сирии, это происходит против Раши, и эти силы антирашинские уже не остановить. Сейчас они возьмут еще Дамаск, и все пойдет своим чередом, а мы не будем вмешиваться, мы посмотрим, как там Рашу прикончат. Вот, собственно говоря, подтекст того, что он написал, еще не зная
о падении Дамаска, потому что его еще тогда не было. Потом происходит встреча Зеленского с Трампом. Он приезжает туда на 40 минут позже. Зеленский и Макрон ждут. Я не знаю, Макрон у себя во дворце. Зеленский я не знаю где. Может быть, сидел в машине 2 квартала от этого дворца. Кстати, Нью-Йорк-Пост по этому поводу, о появлении Зеленского на эту встречу так саркастически написал. Ну, во-первых, написал, что он приехал туда на переговоры в телогрейке и в каких-то штанах и стоптанных ботинках, чем оскорбил американцев. Оскорбил. Ну, я думаю, да, где-то доля правды сермяжная в этом есть. Надо, наверное, заканчивать. Теперь он уже не вояка, я имею в виду Зеленский. Он уже не Наполеон, он уже не Мальбрук и даже не Александр Македонский. Дело идет к миру, к переговорам. Пора менять эту одежонку, потому что я видел его, когда он выходил из машины, уже подъехал на эту встречу, выходит из машины, и вот эта курточка расстегнутая с поднятым воротничком, такая курточка, он такой, ну, выглядит так, что мне вспомнилась песня времен 20-х годов прошлого века. Гражданская война в России, маленький мальчик босой, и песня там «Друзья, купите папиросы». Он торгует папиросами, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Ну, страшно было смотреть на Зеленского. Сердце кровью сжималось. Ну, бог с ним. Встретились они, и эксперт по языку тела Джуди Джеймс сказала газете Daily Express US, что вот эти первые ее явления, рукопожатия, свидетельствуют о том, что между Трампом и Зеленским существовал тогда в начале очень сложный ледяной язык тела. В то время как Макрон, кажется, играл роль посредника и в какой-то момент умиротворителя. Трамп выглядел сдержанным, смотрел вперед не в камеры, выпятил нижнюю губу, что придавало ему выражение угрюмого недовольства, типа как от него отвлекли от какого-то важного мероприятия, притащили, бог знает зачем, и он так снисходительно туда все-таки приехал на эту встречу. Он выглядел как не желающий общаться или выпендриваться, как здесь говорится. Ну, Зеленский вошел туда, как я уже описал, в каком виде, в это здание, сосредоточенный, взволнованный. Судя по всему, эта встреча для него была важной, ну, действительно важной. А вот после встречи они выходили совсем другие. То есть Трамп, это уже мое замечание, мое впечатление. То есть Трамп, он как-то так был размягчен прошедшей встрече, которая продолжалась минут 40. Он даже на его лице просматривалось даже некое подобие улыбки. Макрон был доволен, показывал пальцем, все, мол, окей. Зеленский, у меня такое впечатление, что он просто сиял. Я не знаю, что ему там пообещали, но он просто сиял. Это был другой человек, который вот зашел туда в куртенке и вышел. И, судя по всему, значит, переговоры были содержательными. Но там было несколько ничего не значащих высказываний. Потом прошла, значит, это мероприятие по поводу окончания, значит, реновации или восстановления Нотр-Дам-де-Пари. И после этого последовало несколько заявлений Трампа и его посты. И по ним видно, как развивалось, как проворачивались шестеренки в его голове по мере того, как развивалась ситуация в Сирии. Итак, раннее утро, воскресенье на следующий день. Он пишет в своей социальной сети: Асада больше нет. Все, взяли Дамаск повстанцы, Асад бежал. Он бежал из своей страны. Его защитник Раша, возглавляемая Путиным, больше не было заинтересовано в его защите. То есть Трамп впервые, я это вижу, считаю, он теперь издевается над Путиным. России вообще нечего было там находиться. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины. Трамп теперь говорит, кто победил Рашу в Сирии и вообще в этом регионе, где около 6 тысяч российских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начаться, но может продолжаться вечно. Раша и Иран находятся сейчас в ослабленном состоянии. А кто их таких сделал? Украина и Израиль. Вот они победители над режимом Асада, а значит над Россией. Одна
то есть Раша, находится в ослабленном состоянии из-за Украины, плохой экономики, а другой, то есть Иран, из-за Израиля, его боевых успехов. Точно так же Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и прекратить это безумие. Они нелепо потеряли, насчитывают 400 тысяч солдат и гораздо больше мирных жителей. Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. То есть он ставит вопрос жестко, не целесообразно, не имеет смысл. Он дает инструкции фактически. Впервые я слышу такие формулировки со стороны Трампа в адрес его большого друга Владимира, которого он хорошо знает, как он пишет. Прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизни было потрачено без необходимости. Слишком много семей разрушено. И если так дальше пойдет, это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Китай – бомба. Китай может помочь. Мир ждет. Знаете, на какой высокой ноте он это все заканчивает. Кстати, Китай. Почему Китай? Откуда? Ни с того ни с сего, бах, Китай. Дальше узнаем. Это очень важно. Это чрезвычайно важно, что Трамп упомянул Китай. Нью-Йорк Пост вечером, в воскресенье, публикует интервью с Трампом. Что он сказал? Интервью было по телефону. Трамп сказал газете, что президент Зеленский готов к миру. И дальше, по поводу Зеленского. Трамп. Он хочет заключить мир. Это что-то новенькое. Он хочет прекратить огонь, сказал он по результатам переговоров. Мы не говорили о деталях вот этого всего. Как заключить мир? Как прекратить огонь, на каких условиях? Но он, то есть Зеленский, считает, что пришло время. И Путин должен считать, что пришло время, потому что он потерял, как вы теряете, 700 тысяч человек. He has lost, он здесь пишет. То есть он проиграл, констатирует Трамп. Это не закончится, пока не будет мира. Время пришло. Ну и теперь для меня это убийственное высказывание Трампа. Я разрабатываю концепцию того, как закончить эту нелепую войну, сказал он. Вот вдумайтесь, то есть это фраза, блестящая пища, что ли, для того, чтобы понять, продумать и понять, что у него там творится в голове. Он во время предвыборной кампании давал обещания все уладить за 24 часа, сразу после избрания, не дожидаясь вступления в должность. Теперь оказывается, что у него даже концепции нет. А после избрания, значит, он говорил, что у него есть концепция. И он сейчас работает над тем, как это сделать, чтобы за 24, хотя 24 уже не получается. А теперь оказывается, что и концепции у него нифига нету, он ее только разрабатывает или собирается ее разработать. Ну вот как? Ну вот как после этого серьезно воспринимать то, что он рассказывает, про те обещания, которые он дает. Я сказал, продолжает Трамп, это уже по поводу НАТО, другой наболевший вопрос у него, поскольку он был в Париже, говорил с Макроном. Так вот, по поводу переговоров с Макроном, я сказал ему, что НАТО хороша до тех пор, пока они платят по счетам. Но они должны платить по счетам, потому что, знаете, когда я начал работать с НАТО, никто не платил, а потом они стали платить после моего участия, сказал избранный президент. Вот еще одна характеристика. Я вот специально, я знаю эту историю, потому что я уже обращал на это внимание. То есть он говорит, что страны НАТО не платили до того, как он стал президентом еще первый раз, а потом все начали платить, без него бы ничего не было. Вот вам статистические данные, вернее факты. Да. В период с 2016 по 2020 год, когда Трамп был президентом, количество стран НАТО, которые платили не менее 2% от своего ВВП на военные нужды, количество этих стран увеличилось с 4 до 9, то есть плюс 5 при Трампе. И он ушел. Пришел Байден. При Байдене количество этих стран увеличилось до 14 стран. Добавилось кем, кто, значит, стал платить 2% и даже гораздо больше. Там появились страны, которые по 4% сейчас, в основном страны Восточной Европы. То есть при Байдене без всех воплей, без нервов трепки, без крика и шума, и гамма, количество стран, которые начали платить, в 3 раза превзошли количество тех стран, которые начали платить при Трампе. Но если ему это указать, я уверен, он скажет, что они ж помнят, какой я был, и поэтому все равно при Байдене они доходили до 2% и дальше,
потому что они предполагали, что я опять стану президентом. В общем, выкрутится. То есть, опять-таки, вот то, что он говорит, это надо делить вот здесь, в данном случае, в 3 раза. 3 раза и получим примерная ситуация. И вот все это время, вот суббота, затем воскресенье, Кремль как-то так отбивался. Несколько было заявлений, согласно которым, то есть заявлений по поводу результатов или содержания переговоров Зеленского с Трампом. Там говорилось, что Россия высказывалась по этому поводу и так далее. Но реальной реакции от России не поступало. Готовы они присоединиться к переговорам, как им дал указание Трамп, или нет? А в это время в аналитическом пространстве здесь, среди аналитиков, политиков, комментаторов, сложилась такая картина. То есть раньше не начинались переговоры, потому что обе стороны были к ним не готовы. Про Рашу мы уже знаем. А что касается Украины, позиции Зеленского, там тоже были предварительные условия. Это план Зеленского и все. Если не план Зеленского, то никаких переговоров, ни пяди земли. И как-то так Москва чувствовала себя комфортно. То есть ее не припирали к тому, что ты единственная страна, и ты, бледная моль, ты единственный, кто препятствует началу мирных переговоров. И опять-таки, после того, как Трамп сделал все вот эти заявления, что очередь за Путиным, он загнал шар на его поле, на поле Путина, а оттуда как-то так вот целый день стояла тишина. И вот, наконец-то, в воскресенье уже, во второй половине дня, во всяком случае, я увидел во второй половине дня, Кремль понял, что он находится в опасном положении. Потому что, вы же помните, какие условия поставил, вернее, как в целом, грубо, Трамп описал свой план урегулирования. Что я скажу Зеленскому, если ты не пойдешь на переговоры, то я тебе вообще прекращу всю помощь. А Путину я скажу, если ты не пойдешь на переговоры, то я дам Зеленскому столько оружия, что тебе мало не покажется. И теперь возникала такая ситуация, что Зеленский согласен, а Путин нет. Значит, надо давать Зеленскому деньги. С деньгами на самом деле было сложно, потому что вот какая ситуация на настоящий момент. Администрация Байдена 24 часа в сутки работает для того, чтобы все до последнего доллара отослать в Украину. Это из того, что оставалось с пакетов 61 миллиард долларов. Сложности есть, потому что эти деньги, это вооружение нужно доставать по президентской инициативе Drawdown Authority. Там сложности, там есть минимум. Уже опустились эти все запасы на складах до минимума, до неприкосновенного запаса. Ну, пытается. Последний, вы знаете, чуть ли не на миллиард очередной пакет. А у Трампа спросили здесь, буквально вчера это уже было на вопросах и ответах, на интервью, которое он дал телекомпании NBC. Его прямо спросили, когда вы станете президентом, вы действительно сократите помощь Украине? И он так немножко помялся, но она выжила из него ответ прямой. Я имею в виду корреспондентку, он сказал, probably yes. Вероятно, да. То есть для него вопрос и администрации вопрос решен. Он, по крайней мере, на настоящий момент исходит из того, что помощь Украине будет урезана. По большому счету, он даже не сказал, что она будет урезана после того, как Путин скажет, что не собирается вести переговоры. То есть Трамп, несмотря на все недостатки, он догадывается о возможности Путина сказать, что да как же, я согласен на переговоры, а потом скажет, да, я согласен на переговоры, а вот мои условия, давайте обсуждать. Вывод украинских войск с 4 территорий, никакого НАТО, ну и все прочее, вы знаете эту историю, да? То есть Трамп исходит из того, что да, он выполнит и те утечки, которые говорили его помощники, а подпевалы Трампа в информационном пространстве говорили, надо слушать не кого-то, надо слушать Трампа. Так вот Трамп сказал, что да, probably, вероятно, это более 50%. Ну, а судя по тому, как он сказал, я говорю, что там почти 99,9, что твердое намерение их прекратить эту помощь, если чего-то резко не изменится. Хотя шансы есть, что что-то изменится. Так вот, Кремль поспешил и в ответ на призыв Трампа сказал, что Москва открыта для переговоров. Все,
Сейчас Путина нельзя ни в чем уже обвинять, и Рашу тоже. Они открыты тоже, как и Зеленский, для переговоров. Но на определенных условиях. И начинается то же самое, о чем мы с вами давно предполагали. Что Раша пойдет на переговоры, заявит вот эти безумные свои требования фактической капитуляции, полной капитуляции Украины. Вывод. Земли мы Раши забираем, никакого вам НАТО, никакой вам защиты. Вы остаетесь нейтральными, без оружия, без земель. И мы делаем с вами все, что угодно. Вот такие у них, по большому счету, условия. Наша позиция по Украине хорошо известна. Это были условия, изложены Путиным в его выступлении Министерства иностранных дел России в июне этого года. То, о чем мы с вами говорили. И тут сейчас я вам хочу рассказать о том, о чем, но во всяком случае здесь, в Соединенных Штатах Америки, как-то практически не комментируют. А это, я думаю, один из самых важных аспектов или событий, которое имело место помимо Сирии. Я имею в виду в контексте украино-российских и американских даже отношений в отношении с НАТО на вопросы о мире на Украине. Голос прозвучал из Китая. Я обращал ваше внимание вот буквально там 10 минут назад о том, что заявил Трамп, что Китай поможет. И вот я обратился к китайским источникам. Что они по поводу этой загадочной фразы, почему ни с того ни с сего, до сих пор никто это не комментировал, что Трамп, то, что Китай поможет. А вот что пишут китайцы. Трамп просит Китай помочь установить мир в Украине. И недавно он общался с Си. А Трамп действительно сказал, что неделю назад он общался по этому поводу с Си Цзиньпином. Китайцы подтверждают, на прошлой неделе у него состоялся обмен мнениями с Си по этому поводу. Трамп предположил, что Китай может стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной, ссылаясь при этом на крах режима Башара Асада в Сирии. Опять-таки, главная подоплека всего происходящего, которая кардинально влияет на ситуацию, крах режима Асада в Сирии, которому приложила руку, оказывается, в серьезной степени на другом участке фронта Украина, создается совсем другая ситуация. Но, обратите внимание, Трамп сказал, что он не собирается, правда, это было до падения режима Асада, но Соединенные Штаты не собираются туда вмешиваться, потому что там мрак, там бардак. Мы не хотим в этом участвовать. А здесь оказывается, что Соединенные Штаты не собираются, по большому счету, лично участвовать в качестве посредников в переговорах между Украиной и Россией, даже если они начнутся. То есть до сих пор-то замысел был, что на каком-то этапе, то есть есть две страны, Соединенные Штаты, весь западный мир, у которых платформа для переговоров Украины-России, она основана на международном праве, который запрещает, агрессия, неприменение силы в международных отношениях, решение спорных вопросов мирными средствами, путем переговоров в основном, в котором есть суверенитет над территориями, нельзя их захватывать. Страна, которая захватывает чужие территории, это агрессор. Агрессия – это преступление. И за это преступление нельзя вознаграждать агрессора территориями, которые он захватил у жертвы агрессии. Вот из этого исходила платформа, на которой шли к потенциальным переговорам все западные союзники Украины, включая Соединенные Штаты в лице администрации Байдена, страны НАТО и Украина, Владимир Зеленский. И судя по тому, что пишут китайцы, и то, что Трамп упомянул китайцев, Америке, видимо, или Трампу, им неудобно подталкивать Украину к переговорам с Россией и лично там участвовать, потому что там совсем другие условия. Путин будет давить на то, что 4 территории Украина должна отдать, ну, а то, что раньше было, тем более должна отдать, никакой НАТО и так далее. И Америка не хочет, так сказать, портить свою, я имею в виду в лице уже администрации Трампа, не хочет участвовать в этом деле, чтобы не портить себе репутацию. И, видимо, содержание переговоров и договоренности между Трампом и Си заключается в том, что Трамп просто сливает Украину, отдает Китай, а у Китая есть свое видение по этому вопросу. Оно такое тоже пророссийское, там говорится о международном праве, но дальше там не говорится о том, что это означает, это международное право. То есть нельзя земли
отдавать другому государству. Там как-то так вот есть между пунктом первым. Международное право запрещает захватывать чужие земли, присваивать себе, а второго пункта, что это означает, что нельзя передавать эти земли России за ее агрессию, вот его нет пока. Но надо начинать переговоры. В общем, состоит тонкость китайской позиции. И вот у меня появилось такое впечатление, что люди из компании Трампа решили вот таким образом это сделать. То есть они подтолкнут Украину к переговорам. Видимо, что-то хорошее сказали Зеленскому, потому что он вышел оттуда сияющий. А потом заявление Трампа неожиданное по поводу того, что Китай нам поможет. И теперь Китай нам уже объясняет, что да, были переговоры, а состоялся обмен мнением. Ну и дальше Трамп, вернее, китайцы, это газета South China Morning Post, пишет, цитируя Трампа, «Слишком много жизней унесено впустую, семьи разрушены и так далее. Сейчас время действовать, Китай может помочь. Мир ждет». А в интервью NBC Трамп сказал, что у него хорошие отношения с Си Цзиньпином, и они недавно общались. Но Трамп, помимо хороших отношений, говорил, что он собирается влепить Китаю сначала 50% тариф, потом еще 10%. Вот как он, как сюда вписывается намерение по поводу 60% фактически тарифа на все китайские товары в Соединенных Штатах Америки, я никак не вижу. Трамп еще в ходе общения с Си Цзиньпином обсудил кризис фентанилом, поставляемым из Китая в Соединенные Штаты, что китайцы отрицают. Он заявил, Трамп, что мог бы убедить Си занять более жесткую позицию в борьбе с наркоторговлей. В первые 4 года, с 16 по 20, ну никак он не мог уговорить, а теперь у него возникает идея, что он может уговорить. У меня была договоренность с президентом Си, с которым я очень хорошо лажу, говорит Трамп. Лажу. Наверное, вот 60% тарифов, это куда оно здесь укладывается. Я очень хорошо, у него любимая фраза, у меня очень хорошие отношения. И с Путиным у него хорошие отношения, и с Рокетменом из Северной Кореи. И теперь, оказывается, у него с товарищем Си шикарные отношения, которому, во время предвыборной кампании он говорил про эти 60% тарифов. И дальше он продолжает. Мы общались не далее, как на этой неделе. А что произошло дальше? Я вам тоже рассказывал, это загадочная фраза Маска, который говорит, да у меня все нормально в Китае, у него уже производство Теслы там, налоговый режим у него там хороший. И он уже после выборов, когда Трамп был избран президентом, он сказал, что я прокитаец. А что сказал Трамп в отношении Маска после победы? Он сказал, что он же собирался там отменить кредиты в отношении электромобилей, но после победы сказал, я должен пересмотреть, видимо, это решение, потому что Илон так хорошо мне помог, что я не могу теперь не выполнить его. Но если он не может не выполнить одно пожелание Илона, так может он и с Китаем также пересмотрит свой взгляд на жизнь в соответствии с пожеланием Илона. То есть я здесь просто вижу присутствие незримое Илона Маска во всем этом. И у него уже договоренность есть у Трампа с президентом Си, а ее не было еще 2 недели назад, и он хорошо с ним ладит. И тут же возникает вопрос, а как же его урегулирование за 24 часа? То есть фактически он обещал это все урегулировать, а теперь получится, что в течение 24 часов он поручит товарищу Си, с которым у него хорошие отношения, сделать это урегулирование. А на каких условиях товарищ Си будет это делать? На основании договоренности с товарищем Пу из Кремля. И позиция Соединенных Штатов, которая была связана с позицией Байдена, международное самое право, хартия ООН, запрет агрессии, запрет аннексии и так далее, все это уже уходит в прошлое. Администрация Трампа в этом не принимает участие. Теперь, дорогие товарищи из Банковой, у вас посредник товарищ Си. И все это держится на хороших отношениях между Трампом и товарищем Си, которые друг друга уважают. Как у Райкина, помню. Я его уважаю, он меня уважает, и мы оба уважаемые люди. Китайское посольство в Вашингтоне не подтвердило факт недавнего общения Си и Трампа. То есть китайцы поставили Трампа на свое место. Как помните, не так давно Россия, Кремль поставили его на место, когда он рассказывал о том, как он имел телефонный разговор с Путиным, и там ему сказал, ты тут не шали в Европе, наши войска американские там есть.
Но в ответ Кремль сказал: "О чем вы говорите? Никаких переговоров не было". То есть получается, что он бред несет, не слушайте его. Не было никаких переговоров. А, но тут же китайцы, с одной стороны, поставили его на место, так же, как до этого Кремль, но тут же заявил Китай о своей готовности сыграть роль посредника. Вот, собственно говоря, и картина, как она складывается на настоящий момент. То есть значит ли она, что вильнув оранжевым хвостиком, избранный президент США Трамп уходит от своих обещаний, о своей готовности все уладить 24 часа и отдает эту почетную миссию товарищу Си, с которым у него очень хорошее отношение. И, как сказал представитель китайского посольства в Вашингтоне, Китай готов поддерживать связь с соответствующими сторонами, то есть Украина, Россия, чтобы способствовать постоянным усилиям международного сообщества по созданию условий для политического урегулирования кризиса в Украине путем диалога и переговоров. Все, они готовы к роли посредника. И Министерство иностранных дел Китая заявило, что сотрудничество выгодно обеим странам, а конфронтация вредна. Это уже в адрес Соединенных Штатов Америки, Соединенных Штатов. Но теперь возникает вопрос, а как теперь Трамп с тарифами, 60% тарифом ко всем китайским товарам, которые будут им ввезены в Соединенные Штаты Америки? Давайте последим за это. Что-то мне кажется, что они будут или уполовинены в результате вот этих всех сделок, или же вообще исчезнут. Вот, может быть, не зря Трамп сразу после победы называл Илона Маска гением. Таких гениев в Америке нет, говорил Трамп, поэтому мы должны их беречь. Все вопросы решил вкупе, так сказать, в комплексе. И переговоры за 24 часа все уладил, и хорошие отношения, все замечательно. Далее газета South China Morning Post отмечает, что президент Украины Зеленский встретился с президентом Франции Макроном, избранным президентом США Трампом в Париже. Предположение, в котором не упоминалось территориальной целостности Украины, было отвергнуто США и союзниками. Раньше было отвергнуто то предположение, которое делал Китай, и которое не включало в себя вопрос о территориальной целости Украины. Это было раньше. Теперь надо предполагать, что оно может быть включено. В общем, ситуация в целом сложная, но, как говорится, контролируемая. Это пока попытки, возможно, то есть эти все попытки, они должны быть еще легализованы. То есть нормальным, ясным языком администрация или представители Трампа должны будут все это изложить народу Соединенных Штатов Америки и всему другому цивилизованному миру. Пока это все намеки. Посмотрим, что покажет жизнь. Во всяком случае, чувствуется, что стороны, ну, во всяком случае, то, на которое надеется Банковая, надеется она сейчас на Трампа, естественно, потому что за ним впереди 4 года. И Трампу, видимо, скажем так, не безразлично, какую позицию займет Украина по этому вопросу, если займет вообще какую-то позицию. Потому что, в принципе, Зеленского публика в Париже приняла на ура, как руководителя государства, которое вот только что, вот сейчас наносит поражение России в Сирии. Его там зал, говорят, встретил стоя бурными овациями. То есть давно его так не встречали. Поэтому очень я надеюсь, что Трамп осмыслит все, что происходит в совокупности, потому что личное участие Трампа, естественно, через своих умных людей, если он их назначит, в конце концов, на соответствующие должности, должна его привести к мысли, что в сложившейся ситуации он получит больше бенефитов, если воспользуется крахом Раши в Сирии и всеми последствиями. Те карты, которые даются ему в руки, ему лично, то есть он наконец-то должен избавиться от подпыток Раши, указать ему очередной раз, что у них есть какие-то рычаги влияния на него, в результате которых он должен
выполнять какие-то обязательства, которые он дал каким-то определенным силам. Пора все эти силы послать вслед за крейсером «Москва». Для этого вот сейчас просто идеальный вариант. И, повторяю, бенефиты, которые Трамп получит, они... То есть Америка, не ударив палец о палец, может теперь контролировать ситуацию в регионе, который наполовину, как говорил, угрожал генерал и вошел, может уполовинить доходы государственного бюджета Российской Федерации. Ну и Трамп может наконец-то получить свою Нобелевскую премию за урегулирование войны, прекращение войны, стать миротворцем вместе с уважением, почетом, славой и шикарным образом, своим шикарным образом в исторической литературе. Это то, что у него есть. Посмотрим, что он выберет на самом деле. Что касается, ну, есть у него, говорят, слабость, деньги, но имея справа от себя Элона Маска, ну, нафига ему нужен, извините за выражение, Путин при этом? Зачем ему нужна бледная моль, которая только что потерпела стратегическое поражение, теперь должна зализывать раны? Каждый нормальный соперник воспользуется этим, а не станет помогать Путину зализывать эти раны. Это просто глупо. Вот на этом позвольте, дорогие друзья, закончить это видео. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг должен быть разбит так или иначе. Он потерпел одно стратегическое поражение, должен потерпеть и другое. Кстати, должен вам сказать, что вот у американских аналитиков военных есть очень большая грань между тактическими победами или поражениями и стратегическими. Это вот они обсуждают в контексте войны в Украине. И сравнивают это с войной во Вьетнаме. Война во Вьетнаме. Американцы выиграли все отдельно взятые битвы и сражения, которые там были. Они не проиграли ни одной тактической битвы. Все выиграли. Но стратегически они проиграли войну. Сейчас на полях сражений Кремль и пропаганда рашинская упивается тактическими победами Раши с продвижением там, когда-то было на 10 метров, потом стало 50, сейчас говорят несколько сот метров и так далее. Но это все мелкие, инкрементальное продвижение вперед, это все тактические победы. На их фоне бам, в Сирии стратегическое поражение. И вот так же, говорят сейчас западные аналитики, может случиться и на полях сражений в Украине. Тактически Раша, неся громадные потери, что-то там выигрывает, а потом бам, и все рухнуло. Кстати, не только было во Вьетнаме. Примерно так же Германия получила стратегическое поражение в Первой мировой войне, когда с их позиции уже Париж, там, Нотр-Дам-де-Пари, наверное, был уже виден. А тут раз, и произошла революция в Берлине. Вот и все, и поражение. Поэтому, дорогие друзья, еще раз, слава Украине и вооруженным силам. Враг должен быть разбит. Победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До скорых встреч.